Всем привет! Вот, наконец, 4-я серия сериала про чудный автомобиль. Почему чудный автомобиль? Когда ставил на учет сотрудник ГИБДД, назвал его чудным. Мне понравился и как-то, чудный, да чудный. Он, правда, какой-то такой, не похожий на остальные автомобили. Давно не выкладывал видео и даже и не снимал материал, потому что пролежал несколько недель в больнице с воспалением легких. Поездки на таком, будем говорить, морозильнике в прямом смысле, при температуре ниже минус 10, да и минус 10 в автомобиле уже очень холодно, как в морозилке. В итоге закончился вот чем. Все, сейчас снова в строю. Продолжим приключения чудного автомобиля. Погнали. Пример поездки. Минус 15 сейчас. Утром было 18. Сейчас 15. Обледенение, как на высоте 10 тысяч метров. Заканчивается заряд. Видите, там моргает колонка. Пробега осталось на 4 километра. Тут до дома 1,5. Надеюсь, хватит. Дома будет тепло, зарядка. Все, чтобы восстановить автомобиль, электромобиль и ездить дальше в мороз. Конечно, надо отопитель ставить. Отопитель же есть. Но ждал экспериментировать. Вот теперь хватит, уже понял, что непорядок это. Вот такая вещь. Оп. Оказалось, что на морозе замерзает и не включается. Сам не ожидал. Хотел воспользоваться. Сейчас видите, мороз. Не работало. Погрел. Сейчас, надеюсь, заработает. Сейчас прогреем лунку, поедем. Я думаю, завтра поедем на бензиновый. Мороз очень сильный. Вот зимняя дорога. Шум, конечно, скорость 50, шум в машине, конечно, ужасный от колес. Поставил зимнюю резину, шума стало очень много. Она и так была не очень-то тихая. Вот, что сказать по ходовой части. Все-таки задний привод склонен к пробуксовкам. Задняя часть машины легче, чем передняя.
знаю почему, но по ощущениям, и срывается часто. Причем, когда пошел срыв колес, начинает на панели приборов моргать лампочка, что идет пробуксовка колес, вот, и скорость ограничивается. То есть, в принципе, буксовать на ней не получается и застрять очень легко. На подъем, если подъем скользкий, то подняться тяжело. Зацеп чуть потерялся, сразу датчики срабатывают. Идет электронное ограничение скорости и потеря движения, все. По поводу снежных переметов, вот если переезжать из колеи в колею, в принципе, вот до 5-7 сантиметров без проблем проезжает, колесами прорезает колею и пересекает эти переметы. Сейчас вот попробуем перестроиться. Без проблем. Колеса не широкие, поэтому они как бы прорезают это все и цепляются за что-то твердое, позволяют ехать. Вот, в принципе, пока все неплохо. Мороз был уже до 18 градусов. Пробег сокращается, но мне хватает на работу обратно, поэтому пока все нормально. Но очень холодно. Холодно очень. Можно замерзнуть. Я двигаюсь час в одну сторону, потом в конце дня час в другую. Но замерзаю, то есть замерзаю. Надо автономку ставить, будет комфортнее дальше экспериментировать. Вот, сейчас на улице -4. Вот, ездить можно, комфортно. Если расстояния небольшие, штатная печка электрическая, она справляется, в принципе, нагревает до комфортной температуры. Стекло лобовое, боковые отогреваются. В принципе, неплохо даже со штатной печкой. Единственное, пробег сильно сокращается. Примерно в 3 раза где-то так, если ее не выключать. Поэтому я включу, прогрею, стекла оттают. Вот, и выключаю, чтобы подольше проехать. Вот так влазит стандартная 2-метровая дверь. Вот. Здесь упирается. Здесь вот дверь закрывается. И едем домой. -8. Пользуюсь скребком. Сэкономить заряд батареи. Снег на панели, видите, лежит, не тает. Вот дыхание. То есть, внутри чуть потеплее, наверное, но все равно ниже нуля. Вот сейчас едем по снегу. В принципе, не заносит, не сносит. Едет довольно так уверенно. Вот колеса 155 ширины, я в прошлой серии показывал. В принципе, это нормально. Колеса, чтобы прорезали кашу вот эту снежную и ехали. Снежная дорога. Зима хорошая в этом году, снежная. Тут еще, видите, снег на дорогу подбрасывают. Вот, двигается устойчиво. Повороты входят. Наверное, недели 3 поржавели новые колпаки. Видите, блестящие были, вот так. Показать не только колпаки ржавчины покрываются, но и весь автомобиль. У Mitsubishi они, в принципе, по кузову такие слабовато красятся. И L200 и остальные. Вот, до тепла. Тепло будет. Обработаем. Может, оттепель какая-то. Лаком покроем. Походит еще ходить ей. Сухой фен. Смотрите, вот тут получается копоти. Я думаю, что надо полностью разобрать, в котел добраться. Если там столько же налипло на стенках, эффективность, конечно, будет плохая. Я думаю, сейчас разберу вот здесь. Дальше посмотрим. Соединил одну часть от другой. Вот, получается, это где котел. Вот, я так понял, калильная свеча. Мощный провод идет. И вот сам котел, здесь подается топливо на калильную свечу, и там сгорает. Сейчас вот это еще раз
Еще раз сейчас вскроем, посмотрим. Выкрутил свечу калильную. Такая на ней маркировка. Вот здесь еще есть маркировка. Мне кажется, вот последние 5 W, это значит 5-ваттный, что ли, 5 киловаттный. Да, может просто. Сейчас разберем, в котел зайдем. Котел. Да, тут все обуглилось. И ничего тут особенного-то и нет. Золы, конечно, полно. Сейчас почищу. Получается, тепловое сопротивление будет высокое. Видите, вот сколько тут нагорело. И вот тут, если будет греться, то тепло на стенке будет плохо передаваться. Сейчас буду все счищать. Осталось только раковину отмыть. Было очень много копоти, легкой, парафины какие-то, отмываются антижиром, средством антижира. Вот. Если было много копоти, значит котел работал. И дальше будет работать. В рамках борьбы с обледенением лобовика купил вот такую вот жидкость с распылителем. Вот видите пятна на лобовике. То есть в инструкции написано брызнуть и тряпочкой сразу же протереть. Брызнул, протер, смылось, все прям смылось великолепно. Но через 2 минуты опять все обледенело. Вот. А вот эти пятна, вот, которые сейчас вот видно на лобовике, есть вот на боковом стекле. В общем, просто брызнул. Вот. Буквально там, не знаю, минуты 3 надо подождать. Вот видите, становится все прозрачнее. И вот 15 минут уже еду и не обледеневает. Написано, что снижается температура замерзания, там какой-то спирт. Вот видите, стекло прозрачнее становится. То есть в машине подогрева нет, но при этом стекло оттаивает. Хвалил вот эту жидкость, которая размораживает стекла. 3 дня ездил, голова просто болит так, что вот, ну, ничего, ни одной мысли, ничего не соображает. А тут написано использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. В общем, все, ребят, пользоваться ей в машине нельзя, либо с открытыми окнами ездить. Через 1 неделю будет уже полгода, как я эксплуатирую электроавтомобиль. Пробег уже 6000 километров. Сэкономил, ну, я считаю, что расход моей второй бензиновой машины 10 литров на 100 километров, поэтому сэкономил порядка 600 литров. Если умножать на 50 рублей, ну, округленно, то сэкономил уже порядка 30 тысяч рублей.
Ну, это вот радует. Вот. Так вот сейчас зима, ездить в машине очень некомфортно, уже и переболел, о чем уже сказал. И сейчас продолжаю на ней ездить, и ну, холодно. Ищу способ как бы повышения условий поездок. Ну, поставим отопитель, все решим. Сейчас сделаю сравнение между эксплуатацией автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и электроавтомобилем. Разбил, сравнение разбил на несколько категорий. Комфорт, синим подчеркнуто, жирным сделано. Дальше надежность, ремонт, ну это ремонтируемость, там ремонтопригодность, вот все туда вошло. Дальше расходы на топливо и старение и износ. Сейчас все расшифруем. Вот итого. Итак, комфорт. Тепло. То есть, ну, в бензиновой машине там тепло. Мотор выдает тепло, КПД 40% теплового двигателя. Вот. Все остальное идет в тепло, поэтому ну, по определению там тепло. Если все исправно, то там будет тепло. Дальше здесь в электромобиле ну, есть своя штатная печка, либо ставят топливный отопитель. И тогда уже не совсем это электромобиль, поэтому ну, балл низкий, не один, ну два. Все-таки там ну, на два есть. Дальше время заправки, то есть продолжительность заправки. Это мы приехали на заправку и какое время нам нужно потратить. Ну вот если брать за эталон бензиновый, ну или машину с двигателем внутреннего сгорания, 5 баллов ставим ей, то здесь электромобиль очень долго, даже на быстрой зарядке, это десятки минут, это долго. Следующий критерий – пробег без дозаправки. То есть мы заправили машину и насколько нам хватает пробега. То есть, ну понятно, да, что машины с двигателем внутреннего сгорания проектируются по стандарту, на одной заправке должны проехать 500 километров. Там, ну, какие-то чуть больше, какие-то меньше. Ставим 5 баллов. Вот. И электромобили, ну, они пока далеки. Далеки. Есть какие-то китайцы, которые там и 1000 заявляют, что они проедут. Но пока ими ну, единицы пользуются, скажем так. Мало кто пользуется, поэтому ну, единицы. Вот. Итого, как суммируем, 3 пятерки, 15 баллов делим на 3, итогово 5. Вот здесь 4 балла делим на 3, получаем 1,3, получается 1. То есть за комфорт такие автомобили получают пятерку, такие автомобили 1 балл. Дальше надежность. Вот. Здесь я выделил критерий какое количество запчастей. Вот. Ну, в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания их больше, потому что там двигатель более сложный, чем в электромобилях. В электромобилях, в принципе, электродвигатель очень надежный. Вот. Там у него и КПД высокий, и деталей меньше, намного меньше деталей, и там все проще устроено. Поэтому электромобилям здесь однозначно 5, это как эталон будем оценивать. Ну и по сравнению с ними вот, ну, я поставил бы 2 машины внутреннего сгорания. Дальше влияние внешних факторов. То есть здесь что? Какие-то погодные условия, погодные явления, там, осадки, все такое. Ну, в принципе, какие погодные условия? Если выпадет снег, да, нужно будет очищать со стекол, соскабливать. Там, ну, это и на такой машине, и на такой машине. Вот, но на электромобилях стоит батарейка высоковольтная, которая при опускании внешней температуры теряет свою емкость. Вот, и как бы вы можете с вечера запланировать, вроде бы хватает на одно расстояние, да, а ночью был мороз, и утром вы проедете уже меньшее расстояние. То есть, ну, вот как бы за счет того, что идет потеря емкости батареи, я здесь поставил балл пониже. Вот, итого за надежность автомобиля с двигателем внутреннего сгорания 4 балла, электромобили 5 баллов. Следующее, ремонт. Значит, ТО. Ну, у электромобилей ТО, там масла нет, свечей нет, много каких деталей нет, которые во время ТО меняются. Колодки там и там меняются. А вот то, что касается двигателя, системы питания, системы зажигания, система охлаждения, она здесь тоже есть, но она проще. Вот, поэтому выбираем электромобиль как эталон, и в сравнении с ним бензиновым ставим, ну, 2 балла поставим. Дальше. Сервис. Бензиновые машины
когда нужно починить, проще найти сервис. Вот, электромобили распространены гораздо меньше, и меньше точек ремонта можем найти. То есть это сложно. Если что-то связано с ходовой, это без проблем. Электромобиль такой же, как автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Вот. А если касается электрической части, здесь уже сложность. Вот. А там могут быть ошибки, связанные с батареей, связанные еще с какой-то там частью проводки, именно с электрической частью. Поэтому вот сервис для таких автомобилей пятерка и 2 балла для электромобилей. Вот там ремонт может быть очень сложный, и даже возможно, что в некоторых городах его в принципе не производят. Вот. Дальше старение. Ну, я поставил и там 4. Почему? У электромобилей, если батарея не титанатная, литий-титанат, то деградация ее это очень неприятный фактор. Цена батареи, она сейчас, если новую брать, это, ну, наверное, половину стоимости всего автомобиля. Если брать БУ, ну, она уже тоже будет изношена. То есть старение для электромобилей, каких-то электромобилей, это серьезная проблема, для каких-то, ну, такая же проблема, как и для бензиновых. Но у бензиновых есть что, глушитель, который может там прохудиться, затарахтеть, там, поржаветь. Дальше двигатель есть, там кольца закоксовались, залегли. Вот, там, ну, какие-то еще проблемы, связанные с двигателем, связанные с тем, что там много вращающихся элементов, там генератор, стартер. Вот, поэтому, ну, я поставил одинаково. Вот, и того, если сложить красненькие баллы в красненьких кружках, разделить на количество этих баллов, округлить, здесь получается 4. Вот здесь то же самое считаем, я уже посчитал, тоже получается 4. Вот. Если честно, я как бы думал, что электромобили проиграют, потому что вот я и пользовался и таким автомобилем, пользуюсь сейчас таким автомобилем. Ну, как-то вот зимой хочется ездить на таком автомобиле однозначно. Вот. В межсезонье, осенью, ну, может быть, равнозначно на одном, на втором. Вот. И как бы вот сейчас, проводя анализ, составляю вот эту таблицу, но опять же, это мои критерии. Вот. Вы можете в комментариях написать свои критерии, проведу другую оценку, может быть, ситуация изменится. Вот. А когда я составлял, я думал, электромобили проиграют. Но в итоге, вот как бы переведя качественные характеристики в количественные, проведя простой математический анализ, получаем, что как бы они одинаковые. Поэтому как бы, ну, пока вывод такой. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши отзывы по пользованию электромобилей, ваше сравнение электромобилей с бензиновыми, ваше видение. Прочитаю и, возможно, переделаю таблицу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.